то если сказать вам, что самый большой корабль в мире длиннее 4 футбольных полей, перевозит товаров больше, чем весь торговый флот времен Второй мировой войны, а его двигатель по мощности равен 300 локомотивам одновременно. Это не военный авианосец и не секретный проект. Это обычный контейнеровоз, который прямо сейчас бороздит Тихий океан с грузом ваших смартфонов, кроссовок и телевизоров. Добро пожаловать внутрь самого большого судна, которое когда-либо строили люди. Корабль называется Ever Ace, да, контейнеровоз компании Evergreen, спущенный на воду в 2021. Его длина составляет 400 метров ровно. Для сравнения, Эйфелева башня в Париже высотой 330 метров, этот корабль длиннее нее на 70 метров. Если поставить Ever Ace вертикально посреди Манхэттена, он накроет тенью 8 городских кварталов. Ширина корпуса 61 метр. Это значит, что на палубе корабля можно разместить 6 полос автомобильного шоссе, и еще останется место для тротуара с обеих сторон. Осадка судна 16 метров. Именно поэтому Ever Ace не может зайти в большинство портов мира. Глубина дна просто не позволяет. Высота корабля от киля до верхушки надстройки 73 метра. Когда Ever Ace входит в порт Роттердама, диспетчеры заранее проверяют высоту всех мостов на маршруте. Зазор между верхушкой судна и пролетом моста иногда составляет меньше 2 метров. Это 20-этажный жилой дом, плывущий по океану. Водоизмещение в полном грузу 220 тысяч тонн. Американский авианосец Джеральд Форд, крупнейший военный корабль в истории, весит 100 тысяч тонн. Ever Ace тяжелее его вдвое. Вместимость судна до 23 892 стандартных контейнера. Если выстроить все контейнеры одного рейса в одну линию, получится цепочка длиной почти 300 километров. Расстояние от Москвы до Твери и обратно. Каждый контейнер — это стальной ящик длиной 12 метров. Загрузка одного рейса занимает около 3 суток непрерывной работы портовых кранов. Внутри контейнеры стоят в 14 ярусов, 7 рядов под палубой в трюме и еще 7 рядов открыто сверху. Когда корабль полностью загружен, стопки контейнеров на палубе поднимаются на высоту 21 метр над уровнем моря. Это выше, чем большинство портовых складов рядом с причалом. Вес полного груза — около 200 тысяч тонн только контейнеров. Для того, чтобы корабль не перевернулся, инженеры рассчитывают точное расположение каждого ящика еще в порту отправления. Специальная программа распределяет тяжелые контейнеры по нижним ярусам и следит за тем, чтобы центр тяжести оставался строго по оси судна. Ошибка в расчетах на несколько тонн может создать крен, который при шторме превращается в катастрофу. Общий вес стального корпуса без груза, топлива и экипажа около 70 тысяч тонн чистой стали. Корпус корабля сварен из стальных листов толщиной от 20 до 70 мм, в зависимости от нагрузки на участок. На строительство Ever Ace ушло примерно 2 года на верфи компании Samsung Heavy Industries в южнокорейском Косте. Стоимость постройки около 180 миллионов долларов. Срок службы такого судна 20-25 лет при условии регулярного технического обслуживания. За это время корабль пройдет расстояние, равное примерно 40 кругосветным путешествиям. В самом низу корабля, под 7 палубами и 200 тысячами тонн груза, находится машинное отделение размером с 5-этажный дом. Именно здесь стоит двигатель, который двигает все это вперед. Главный двигатель Ever Ace — это двухтактный дизель марки Manby NW модели G95ME9. Для сравнения, стандартный потолок в жилой квартире 2,5 метра. Двигатель занимает пространство от днища корабля почти до 4-й палубы. Высота двигателя 17 метров. Его масса в сборе около 2000 тонн. Только коленчатый вал весит 300 тонн. Мощность двигателя 80 тысяч лошадиных сил. Это примерно равно мощности 300 легковых автомобилей класса Формула-1, работающих одновременно. Двигатель вращает один гребной винт диаметром 9 метров 80 сантиметров, там почти 10 метров от края до края. Лопасть этого винта весит около 30 тонн, и таких лопастей 6 штук. При максимальной мощности двигатель делает 82 оборота в минуту. Это медленнее, чем вращается стрелка секундомера, но при диаметре винта почти в 10 метров каждый оборот толкает корабль вперед с огромной силой. Для судна весом 220 тысяч тонн это физически трудно осознать. Топливо для двигателя — мазут. Самая тяжелая фракция нефтепереработки. Максимальная скорость Ever Ace 23 узла, то есть около 43 км в час. При комнатной температуре этот мазут твердый, как гудрон. Перед подачей в двигатель его нагревают до 140 градусов, чтобы он стал жидким и мог прокачиваться по трубам. Топливные танки Ever Ace вмещают около 17 тысяч тонн мазута.
На одном заправочном рейсе корабль проходит около 20 тысяч морских миль. Расход топлива на полном ходу – около 300 тонн мазута в сутки. Это примерно 350 кубометров жидкости каждые 24 часа. Один стандартный бензобак легкового автомобиля в 50 литров. Ever Ace сжигает за сутки топлива столько, сколько 7 тысяч легковых машин. Помимо главного двигателя, на борту работают 5 вспомогательных дизельных генераторов. Они обеспечивают электричеством все судно, навигационное оборудование, рефрижераторные контейнеры с продуктами и медикаментами, насосы, освещение, вентиляцию и жилые помещения экипажа. Суммарная мощность генераторов около 21 тысячи киловатт. Этого хватило бы для электроснабжения небольшого города с населением в 15 тысяч человек. Температура в машинном отделении во время работы достигает 50 градусов по Цельсию. Инженеры работают там посменно по 4 часа, после чего обязаны выходить на отдых. Шум от работающего двигателя в машинном отделении 110 дБ. Без специальных наушников человек теряет слух за несколько минут. Главный механик корабля отвечает за двигатель и все технические системы. Под его руководством работают 4 механика и несколько мотористов. Они проводят плановое обслуживание каждые 500 часов работы двигателя и капитальный ремонт каждые 5 лет в сухом доке. Каждый контейнер на борту Ever Ace имеет уникальный 11-значный номер, зарегистрированный в единой международной базе данных. Диспетчер в порту знает точное местонахождение каждого из почти 24 тысяч ящиков. В каком ряду, в каком ярусе, на какой палубе. Система называется план загрузки судна, STAT, и без нее корабль просто не выйдет из порта. Стандартный контейнер бывает двух размеров. 20-футовый длиной 6 метров и 40-футовый длиной 12 метров. Вместимость судна измеряется в единицах под названием 20-футовый эквивалент. Ever Ace вмещает 23 892 таких эквивалента. На практике большинство контейнеров на борту 40-футовые, то есть каждый занимает 2 эквивалентных места в расчет. Максимальная масса одного груженного контейнера 30 тонн. Пустой контейнер весит около 2 тонн. Когда портовый кран ставит очередной ящик на стопку, он должен знать точный вес, иначе нижние контейнеры получат нагрузку, превышающую расчетную, и деформируются прямо в море. Внутри трюма контейнеры стоят в специальных направляющих, стальных ячейках, которые не дают ящикам смещаться при кате. На палубе контейнеры крепятся стальными штангами с резьбовыми талрепами. Каждый палубный контейнер фиксируется минимум 4 такими креплениями. При шторме в 10 баллов нагрузка на крепление достигает 20 тонн. Несмотря на это, ежегодно в мировом океане теряется от 1000 до 6000 контейнеров. Они срываются с палуб именно во время штормов. Среди тысяч одинаковых стальных ящиков есть особая категория – рефрижераторные контейнеры. На Ever Ace их может быть одновременно до 2000 штук. Каждый подключен к бортовой электросети и поддерживает внутри заданную температуру – от минус 25 градусов для мороженого мяса до плюс 12 для бананов. Специальный офицер на борту ежедневно проверяет показания температурных датчиков всех рефрижераторных контейнеров. Если один из них отключится в середине Тихого океана, груз стоимостью в несколько миллионов долларов будет уничтожен. Есть и опасный груз. На каждом рейсе среди обычных контейнеров находятся ящики с химикатами, сжатыми газами, горючими жидкостями и взрывчатыми веществами. Международные правила требуют размещать их в строго определенных местах. Подальше от источников тепла, отдельно от несовместимых химикатов и с доступом для экстренного сброса за борт в случае пожара. На борту всегда есть документ «Опасный манифест» со списком всех таких контейнеров и инструкцией по действиям при аварии. В 94-м один контейнеровоз потерял в шторм 34 контейнера с кроссовками Nike у берегов Орегона. Тысячи кроссовок разбросало по всему северу Тихого океана. Ученые отслеживали их дрейф годами и на основе этих данных уточнили модели океанических течений. В 97-м другой корабль потерял контейнер с 60 тысячами пластиковых уточек для ванн. Часть из них добралась до берегов Арктики, часть до Атлантики. Некоторые нашли спустя 15 лет. Содержимое контейнеров на одном рейсе Ever Ace – это срез мировой торговли в один момент времени. Электроника из Китая, автозапчасти из Японии, одежда из Бангладеш, мебель из Вьетнама, химикаты из Германии, фрукты из Эквадора. Если Ever Ace может перевозить такие огромные объемы, то почему бы вам не загрузить свои идеи в мир нейросетей? Загляните на наш сайт playprofit.com, где собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. И не забудьте, только сегодня при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус. 500 токенов. Один рейс этого корабля перемещает товаров примерно на 700 миллионов долларов. На борту Ever Ace постоянно находится 25 человек. Не 200, не 500, именно 25.
Для корабля длиной 400 метров это означает, что на каждого члена экипажа приходится 16 метров палубы. В тихую погоду можно пройти от носа до кормы и не встретить ни одного человека. Капитан корабля управляет судном с ходового мостика, расположенного на высоте 40 метров над ватерлинией. Отсюда видна вся палуба и горизонт на 12 морских миль вперед. Тем не менее, нос корабля находится на расстоянии 300 метров от мостика, и в непосредственной близости от причала капитан физически не видит, куда именно движется передняя часть судна. Именно поэтому при заходе в порт на борт поднимается лоцман, местный специалист, знающий конкретную гавань. Вахта на мостике длится 4 часа, затем 8 часов отдыха. Во время вахты штурман обязан каждые 12 минут фиксировать местоположение судна, курс и скорость в судовом журнале. Это требование действует даже в открытом океане, даже в 3 часа ночи, даже при полном штиле. Если запись пропущена, это нарушение, которое фиксируется при портовом контроле. Навигационное оборудование мостика включает 2 независимых радара, систему спутниковой навигации с 3 резервными приемниками, эхолот, систему автоматической идентификации судов и электронные карты с обновлением в реальном времени. Несмотря на это, международные правила требуют, чтобы на борту всегда были бумажные карты всех районов плавания, на случай полного отказа электроники. Повар на Ever Ace – один из самых важных людей на борту. Он готовит 3 полноценных приема пищи в сутки для 25 человек 7 дней в неделю без выходных на протяжении всего рейса. Рейс длится от 20 до 35 дней. Запасы продовольствия загружаются в порту отправления с расчетом на весь переход плюс 2-недельный резерв на случай задержки. Холодильные камеры корабля вмещают несколько тонн мяса, рыбы, овощей и молочных продуктов. Медицинской помощи на борту нет в традиционном понимании. Специального врача на контейнеровозах не держат. Это слишком дорого при команде в 25 человек. Вместо этого один из офицеров проходит расширенный курс первой помощи и имеет доступ к судовой аптечке с хирургическими инструментами и медикаментами. В экстренных случаях капитан связывается по спутниковому каналу с береговой медицинской службой, которая дает инструкции в режиме реального времени. Если ситуация критическая, запрашивается вертолетная эвакуация, но в центре Тихого океана ближайший вертолет может лететь 6-8 часов. Жилые каюты экипажа расположены в надстройке на корме. У каждого члена команды отдельная каюта с иллюминатором, кроватью, столом и телевизором. Офицеры живут на верхних палубах надстройки, рядовой состав на нижних. На борту есть общая столовая, небольшой тренажерный зал, комната отдыха с телевизором и иногда бассейн. Небольшой, около 3 на 4 метра, наполненный морской водой. Интернет на борту есть, но медленный и дорогой, да спутниковый канал делится на всю команду. Звонок домой стоит денег, поэтому большинство моряков пишут сообщения и выходят в сеть только в портах, где ловят береговой сигнал. Средняя продолжительность контракта моряка на таком судне от 4 до 9 месяцев без схода на берег. После контракта 3 месяца дома, затем снова в море. Большинство членов экипажа Ever Ace – граждане Филиппин, Украины, России и Индии. Рабочий язык на борту и английский, хотя для многих он не родной. Капитан чаще всего гражданин Тайваня, поскольку судно принадлежит тайваньской компании Ever Green. Ходовой мостик Ever Ace — это застекленное помещение шириной 61 метр, точно равное ширине корпуса корабля. Стекла наклонены под углом, чтобы исключить блики от приборов в ночное время. Отсюда открывается обзор на 360 градусов, от горизонта до горизонта, включая всю палубу с контейнерами внизу. Главный пульт управления расставлен по центру мостика и выглядит как кабина самолета, растянутая в длину. 2 больших экрана радаров, электронная карта с прокладкой курса, панель управления двигателем, система автоматической идентификации судов, метеорологический терминал и десятки вспомогательных мониторов. Штурвал при этом небольшой, примерно как у легкового автомобиля. При движении в открытом океане им практически не пользуются, курс держит автопилот. Автопилот Ever Ace удерживает заданный курс с точностью до 1 градуса. В открытом океане он управляет кораблем 95% времени. Штурман на вахте контролирует параметры, отслеживает другие суда на радаре и вмешивается только при необходимости маневра или в сложных погодных условиях. При входе в оживленные судоходные проливы, Малакский, Английский канал, Суэцкий, автопилот отключают и переходят на ручное управление. Система автоматической идентификации судов показывает на экране все корабли в радиусе 50 морских миль. Для каждого дают название, курс, скорость, тип груза и расчетное время ближайшего сближения. Если 2 судна идут курсами, при которых расстояние между ними станет меньше 1 морской мили, система подает звуковой сигнал тревоги. В оживленных районах, например, в Южно-Китайском море, на экране одновременно видно до 150 судов. Тормозной путь Ever Ace при полном ходе и реверсе двигателя около 5 километров. Время от подачи команды «стоп-машина» до полной остановки примерно 40 минут. Именно поэтому столкновение крупных контейнеровозов происходит даже тогда, когда опасность замечена заблаговременно. Физика не позволяет остановиться быстрее. В феврале 2021-го контейнеровоз Ever Given той же компании Ever Green сел на мель в Суэцком канале и заблокировал его на 6 дней. За это время в очереди скопилось 420 судов. Ежедневные потери мировой торговли составили около $9 миллиардов.
Причиной стала комбинация сильного бокового ветра и недостаточной скорости судна при прохождении узкого участка. На мостике в тот момент находились капитан и лоцман, два профессионала с десятками лет опыта. Связь с берегом осуществляется через спутниковую систему. Капитан ежесуточно отправляет отчет о местоположении, скорости, расходе топлива и состоянии груза в компанию. Береговой центр управления флотом Evergreen в Тайбэе в режиме реального времени видит на экране все суда компании, больше 200 контейнеровозов одновременно. Если скорость или курс одного из них отклоняются от расписания, диспетчер немедленно выходит на связь с капитаном. Ночью на мостике выключают почти все освещение, оставляют только подсветку прибора. Это делается для того, чтобы глаза вахтенного адаптировались к темноте, и он мог видеть огни других судов и береговые ориентиры. Вахтенный штурман не имеет права садиться во время дежурства. Это официальное требование, зафиксированное в Международной конвенции о несении вахты на море. Камбуз Ever Ace работает 24 часа в сутки без выходных. Завтрак подается в 7 утра, обед в полдень, ужин в 6 вечера. Вахтенные, которые не могут покинуть пост, получают еду отдельно. Повар или его помощник приносят порцию прямо на мостик или в машинное отделение. Размер камбуза сопоставим с кухней небольшого ресторана. Промышленная плита на 6 конфорок, 2 духовых шкафа, рисоварка на 20 порций, фритюрница, микроволновые печи и отдельный стол для раздела. Все оборудование закреплено болтами к палубе. При качке незакрепленная плита превращается в оружие. Меню составляется с учетом национального состава команды. Если на борту преобладают филиппинцы, основу рациона составляют рис, рыба и свинина. Если украинцы или русские – борщ, картофель, мясные блюда. На судах с интернациональной командой повар готовит 2 варианта блюд одновременно – азиатский и европейский. Это негласное правило, от соблюдения которого напрямую зависит моральный климат на борту. Продовольствие загружается в порту отправления по детальной ведомости. Снабженец рассчитывает количество продуктов, исходя из числа людей, длины рейса и резервного запаса. На 30-дневный рейс для 25 человек загружается около 200 килограммов мяса, 150 килограммов рыбы, 300 килограммов риса, 200 килограммов картофеля и пропорциональное количество овощей, фруктов, молочных продуктов и консервов. Отдельно кофе, чай и сахар в промышленных объемах, потому что на вахте горячий напиток не роскошь, а необходим. Пресная вода на борту вырабатывается прямо из морской. Специальная установка, опреснитель, работает на тепле от главного двигателя и производит около 20 тонн пресной воды в сутки. Этого хватает на питье, приготовление пищи, душ и хозяйственные нужды всей команды. Дополнительно в балластных танках хранится запас пресной воды на случай поломки опреснителя. Во время шторма работа на камбузе становится опасной. При крене в 15 градусов горячая жидкость в кастрюле стремится выплеснуться через борт. Все кастрюли и сковородки фиксируются специальными держателями на плите. Посуда на столах удерживается нескользящими ковриками и бортиками. Повара во время шторма надевают специальную обувь с нескользящей подошвой и работают, держась одной рукой за поручень. Ожоги от горячей пищи при качке – одна из самых частых производственных травм на торговых судах. Холодильные камеры камбуза делятся на 3 зоны с разными температурными режимами. Первая – плюс 4 градуса для молочных продуктов, овощей и фруктов. Вторая – минус 18 для мяса и рыбы. Третья, небольшая морозильная камера для запасов на конец рейса, когда свежие продукты уже закончились. Последний день не считается, да и только с средней недели длинного рейса свежих овощей обычно не остается, и команда переходит на консервы и замороженные полуфабрикаты. Алкоголь на борту официально запрещен большинством судоходных компаний, включая Evergreen. Это связано не только с требованиями безопасности, но и с портовым контролем. Да, в ряде стран, особенно в США, инспекторы береговой охраны проверяют судно на наличие спиртного, и штраф за нарушение может составить несколько десятков тысяч долларов. Несмотря на это, по данным опросов моряков, небольшие запасы пива или вина присутствуют на большинстве судов. Хранятся в личных каютах и достаются только после захода в порт. Общий стол в столовой. Это единственное место на корабле, где вся команда собирается вместе несколько раз в день. За едой решаются рабочие вопросы, обсуждаются погода и новости с берега. На многих судах именно атмосфера за обеденным столом определяет, насколько слаженно работает команда в критических ситуациях. Мазут, которым питается двигатель Ever Ace, называется топливом с высоким содержанием серы. До 2020-го его использовали все крупные суда без ограничений. Содержание серы в таком топливе достигало 3,5%. Для сравнения, дизельное топливо для грузовиков содержит серы в 350 раз меньше. Когда такой мазут сгорает в двигателе, в атмосферу выбрасываются оксиды серы, которые вызывают кислотные дожди и болезни легких у людей, живущих вблизи крупных портов. Исследование, проведенное в 2017-м, установило, выбросы одного крупного контейнеровоза по количеству вредных частиц эквивалентны выбросам 50 миллионов легковых автомобилей. Это не опечатка. 50 миллионов. Весь мировой торговый флот ежегодно выбрасывает в атмосферу около миллиарда тонн углекислого газа. Но это около 3% от общемировых выбросов. 1 января 2020 Международная морская организация ввела ограничения.
Содержание серы в судовом топливе не должно превышать 0,5%. Судоходные компании получили 3 варианта выполнения требований. Первый – перейти на более дорогое малосернистое топливо. Второй – установить на судне скрубер систему очистки выхлопных газов. Третий – перевести двигатель на сжиженный природный газ. Evergreen выбрала для Ever Ace комбинированный подход. Судно оснащено скрубером, установкой, которая промывает выхлопные газы морской водой перед выбросом в атмосферу. Скрубер улавливает до 98% оксидов серы. Однако загрязненная вода после промывки сбрасывается обратно в океан, что породило новую экологическую проблему. Закисление воды вблизи судоходных маршрутов. Стоимость малосернистого топлива примерно на $300 за тонну выше, чем обычного мазута. При расходе Ever Ace в 300 тонн в сутки это означает дополнительные $90 тысяч расходов ежедневно только на разнице в цене топлива. За один рейс в 30 дней переплата составит $2 700 000. Именно поэтому судоходные компании предпочли вложить деньги в скруберы, а не переходить на дорогое топливо. Заправка Ever Ace происходит прямо в порту от специального бункеровочного судна. Шланги диаметром 20 сантиметров соединяют два корабля, и топливо перекачивается со скоростью около 1000 тонн в час. Полная заправка 17 тысяч тонн занимает 17 часов непрерывной работы насоса. Стоимость полной заправки при текущих ценах на мазут составляет около $8 миллионов. Топливные танки расположены в двойном дне корабля, между внешней обшивкой корпуса и внутренней палубы. Толщина двойного дна в районе топливных танков около 2 метров. Это сделано специально. При посадке на мель внешний корпус может получить пробоину, но внутренний танк останется целым и топливо не выльется в море. После катастрофы танкера Exxon Valdez в 89-м, когда в океан вылилось 40 тысяч тонн нефти, двойное дно стало обязательным требованием для всех новых судов. Будущее топливо для таких кораблей сейчас активно обсуждается в отрасли. Несколько компаний уже заказали контейнеровозы на метаноле. Он горит чище и выбрасывает значительно меньше углекислого газа. Компания Maersk в 2023-м спустила на воду первый в мире крупный контейнеровоз на метаноле. Другое направление – аммиак в качестве топлива, который при сгорании не выделяет углекислого газа вообще. Однако аммиак крайне токсичен, и создание безопасной инфраструктуры для его использования на судах займет еще минимум 10-15 лет, пока ни один из новых видов топлива не может обеспечить дальность хода, сопоставимую с мазутом при разумных затратах. Ever Ace и сотни таких же кораблей продолжают жечь мазут, перемещая 90% всех товаров на планете. За 12 часов до прихода в порт капитан Ever Ace передает на берег точное время прибытия, осадку судна, список опасных грузов и предварительный план выгрузки. Портовые диспетчеры начинают перестройку всей работы терминала под один этот корабль. Освобождается причал длиной 450 метров. Резервируется 6 или 7 портальных кранов. Формируются бригады докеров, около 300 человек на одну смену. Когда Ever Ace входит в акваторию порта, скорость снижается до 3 узлов. К борту подходят 2 или 3 буксира мощностью по 8000 лошадиных сил каждый и берут судно под контроль. Без буксиров поставить 400-метровый корабль к причалу невозможно. Собственные рулевые механизмы слишком инертны для точного маневрирования в замкнутом пространстве порта. Буксиры толкают и тянут корпус, пока он не встанет в миллиметрах от отбойников причала. Швартовка занимает от 40 минут до 1,5 часов. Швартовные концы, стальные тросы диаметром 8 см, заводятся на береговые кнехты. Натяжение каждого троса при швартовке достигает 100 тонн. Если такой трос лопается, он превращается в хлыст, способный разрезать человека пополам. Несчастные случаи при швартовке крупных судов происходят в портах мира каждый год. Как только корабль ошвартован, к борту подъезжают 6 кранов на рельс. Каждый кран весит около 800 тонн и поднимает контейнер массой до 60 тонн. Стрела крана выдвигается над судном на 70 метров. Оператор крана сидит в кабине на высоте 45 метров и управляет захватом с точностью до 20 сантиметров, иначе он снесет соседние контейнеры в стоп. Скорость работы одного крана от 25 до 30 контейнеров в час. 6 кранов одновременно снимают и ставят контейнеры со скоростью около 180 штук в час. Полная выгрузка и загрузка Ever Ace с заменой большей части груза занимает от 36 до 48 часов непрерывной работы. Краны не останавливаются ни ночью, ни в дождь, только при ветре свыше 60 км в час работа прекращается из-за раскачки контейнеров в воздухе. Внизу на причале снятые контейнеры забирают автоматические тележки. В современных портах, таких как Роттердам или Шанхай, они движутся без водителей по заданным маршрутам, управляемые центральным компьютером. Контейнер с тележки поднимает штабелеукладчик и ставит его в нужную ячейку портового склада.
надо. Точную позицию определяет та же компьютерная система. Через несколько часов этот же контейнер заберет грузовик или железнодорожный состав. Крупнейший в мире порт по грузообороту — Шанхай. В 2023 через него прошло 49 миллионов контейнеров. Это означает, что каждую минуту в шанхайском порту перегружается 93 контейнера. Днем и ночью. 365 дней в году. Порт занимает площадь в несколько раз больше, чем вся территория острова Манхэттен. Стоимость одного дня простоя Ever Ace у причала сверх расписания составляет около $100 тысяч. Именно поэтому все в порту подчинено одной задаче — выпустить корабль точно по графику. Опоздание одного судна сдвигает расписание следующих, создавая цепную реакцию задержек на всем маршруте от Шанхая до Роттердама. В марте 2021 шестидневная блокировка Суэцкого канала одним кораблем создала задержки в цепочках поставок, которые портовые службы по всему миру разгребали еще 3 месяца. Когда выгрузка и загрузка завершены, буксиры снова берут Ever Ace под контроль, отводят от причала и разворачивают носом к выходному фарватеру. Капитан дает команду «малый вперед». Двигатель мощностью 80 лошадиных сил начинает разгон 200-тысячетонной машины. Через 6 часов корабль выходит в открытый океан, и автопилот берет управление на себя. Следующий порт через 12 дней. Пока Ever Ace идет через Индийский океан со скоростью 43 км в час, в судостроительных доках Южной Кореи и Китая уже закладывают корпуса кораблей, которые сделают его устаревшим. Компания Evergreen в 2023 заказала 24 новых контейнеровоза вместимостью свыше 24 тысяч контейнеров каждый. Компания Маерск строит суда на метаноле. Компания CMA-CGM заказала корабли на сжиженном природном газе. Гонка за размером и за частотой выбросов идет одновременно. Физический предел размера контейнеровоза упирается в размеры портов и каналов. Панамский канал после расширения в 2016-м пропускает суда шириной до 51 метра. Ever Ace шириной 61 метр через него не пройдет никогда. Он слишком широк. Суэцкий канал глубиной 24 метра пока справляется, но следующее поколение судов с осадкой 18 метров уже приближается к этому пределу. Инженеры подсчитали, технически возможно построить контейнеровоз вместимостью 35 тысяч контейнеров, но ни один существующий порт в мире не сможет его принять. 90% всех товаров на планете перемещается морем. Это не образное выражение, это статистика Международной морской организации. Каждый смартфон, каждая пара кроссовок, каждый телевизор, почти каждый литр нефти пересекает океан в стальном контейнере на борту такого корабля, как Ever Ace. Мировой торговый флот насчитывает около 100 тысяч судов, из которых 5 тысяч крупные контейнеровозы. Они работают непрерывно, без праздников и выходных, и большинство людей никогда не задумываются об их существовании. Средняя стоимость перевозки одного контейнера из Шанхая в Роттердам в спокойные годы составляет около $2000. Это означает, что доставка морем одного смартфона стоимостью $1000 обходится примерно в 10 центов. Именно эта фантастическая дешевизна морских перевозок сделала возможной современную глобальную экономику, при которой выгоднее произвести товар на другом конце планеты и привезти его морем, чем сделать то же самое рядом с покупателем. В 2021, когда пандемия нарушила работу портов, стоимость той же перевозки выросла до $20 тысяч, в 10 раз. Полки магазинов опустели. Автозаводы останавливались из-за нехватки микросхем, застрявших в портовых очередях. Мир впервые за десятилетия почувствовал, насколько хрупка система, в которой все зависит от бесперебойной работы нескольких тысяч стальных кораблей. Ever Ace был спущен на воду именно в тот период, в разгар логистического кризиса. Его строительство заняло 2 года, стоило $180 миллионов и потребовало 70 тысяч тонн стали. Срок его службы — 25 лет. За это время он совершит около 250 рейсов, перевезет товаров примерно на $175 миллиардов и сожжет около 2 миллионов тонн мазута. В конце срока службы корабль отправится на разборку. Скорее всего, на пляже Бангладеш или Пакистана, где тысячи рабочих вручную режут корпуса старых судов на металлолом. Это называется судоразделкой. Один такой корабль разбирают несколько месяцев. Сталь переплавляют и используют повторно. Часть ее снова попадет на верфи, где строят новые суда. В начале этого рассказа прозвучал вопрос, что такое самый большой контейнеровоз в мире на самом деле? Это не просто рекорд в книге рекордов. Это действующая инфраструктура, без которой современная цивилизация остановится в течение нескольких недель. 25 человек, 400 метров стали, 80 тысяч лошадиных сил и почти 24 тысячи контейнеров — это и есть механизм, на котором держится мировая торговля. Он работает прямо сейчас, пока вы смотрите это видео.